Вітаю вас у своєму саду. Я Светлана. Сегодня вместо меня в кадре будут приветствовать мои Джеки. Хороший, и Ева хорошая. Так, я хотела рассказать, все, не надо, присела, а они сразу на руки. Хотела рассказать вам про свои крупнолистные гортензии. Они проснулись. Что я буду с ними делать? Какие обработки или подкормки. И вообще в конце января проснулись гортензии. Что предпринимать? Идемте покажу, расскажу. Будет полезно и покажу летних красивых видео. Будет красиво. Как я вам рассказывала, мои крупнолистные гортензии зимовали вот в этом тамбуре. Освещение им было все поздние осенние и зимние месяцы, но зима еще идет, конечно, не в подвале. Что это дало? Лист у них опал. Вот я их вытащила сюда, несколько горшков, а потом зайдем туда в середину, я вам частично тоже покажу. И, кстати, покажу, среди черенков у меня есть и крупнолистные гортензии. На втором этаже стоят под лампами. Так вот, эти крупнолистные гортензии сбросили лист где-то в начале декабря. В тамбуре у нас в неотапливаемом температура где-то градусов на 5 больше, чем на улице. Но благодаря тому, что зима у нас в этом году такая теплая довольно, они почти все это время были в таком полуспящем состоянии. Как вы знаете, у гортензий период покоя не такой долгий, как у метельчатых. У метельчатых где-то 4-5 месяцев. Желательно. Можно, конечно, если они у вас в кашпо, занести и в теплое более место, и они проснутся раньше, но не меньше 4 месяцев желательно. А у крупнолистных этот период составляет 2, 2,5, 3, может быть даже 1,5 месяца. Вот и у меня получается, если они в начале декабря сбросили лист свой, то прошло 1,5 месяца. В принципе, этого достаточно. В теплых южных странах крупнолистные гортензии при такой зиме и зимуют. И вот я их периодически, мы выходим в тамбур, заходим, температура минусовая там вообще никогда не бывает, а плюсовую мы поддерживаем, можем приоткрыть из дома дверь, и тогда им более-менее комфортно. И вот я смотрю, что у них прямо набухли почки. Сейчас там и днем, и ночью +3, +5, примерно вот такая температура. В темноте они у меня не стояли вообще. Что случится, если ваши гортензии, вот это было в самом дальнем углу, и она, видите, проснулась и стала вытягиваться. Так вот, если ваши гортензии где-то в темном, в подвале или где находятся, они тронутся в рост, и междоузлие между листиками у них будет большое. Когда растение вытягивается, это значит нехватка солнца, нехватка ему света. Под лампами, если вы выращиваете там рассаду, то тоже, если сильно большие расстояния, это признак того, что темно растениям, опускать надо лампу. Так вот, про гортензии. Стимулировать к росту их сейчас нежелательно. Если у вас не стоит цель сделать себе подарок на 8 марта, на начало апреля и стимулировать цветение. Если есть, тогда можно занести в более теплое помещение, в прохладную комнату, где-то +10, +15, не выше.
даже плюс 15 это уже высоко, плюс 12. И тогда постепенно гортензия сформирует уже где-то 4 листа, междоузлия поднимется, и потом уже начнет формировать бутон. Ну и еще месяц до цветения. Примерно 2 месяца срок, если вы решите порадовать себя к 8 марта. Ну, уже немножко поздно. Уже к 8 марта не получится. Что буду делать я? Проснулись мои гортензии. Что же я буду делать? У некоторых гортензий, видите, есть такие уже верхушечки немножко подсохшие. Их можно, конечно, вот так пообрезать, но желательно этого не делать. Дать ей недели 2 показать себя. Вот это лист старый, еще не опал. Что я буду делать? Я буду наблюдать, поливать очень мало, чтобы грунт в основном был вот такой, немножко подсохший. Ну, пальцем пробуйте, чтобы влажность какая-то соблюдалась. Если мы влажностный режим немного нарушим, что у нас получится? У нас получится по верху почвы пойдет такая небольшая, как плесень или большая. Что тогда делать? Можно пролить фитоспорином или каким-нибудь фундазолом, такую концентрацию сделать среднюю. Это от переувлажнения идет и от плохой вентиляции идет нарушение влажностного баланса. Слегка мы будем увлажнять, но чтобы почва была почти сухая. Дальше. К солнцу ставить, не надо стимулировать ее прямо на самое солнечное место, ну и в самое темное, чтобы не получалось вот так вот. Хорошо, я тут заметила. Дальше, что я буду делать? Температуру повышать пока ничего я не буду. Мне цветение в апреле их не надо. И в конце марта я хочу где-то в начале мая. Поэтому постепенно будет увеличиваться световой день, температура. Ну, температура у нас еще не очень, конечно, будет увеличиваться. И она постепенно будет увеличивать свои побеги. Можно обработать от клеща, потому что вот эти молодые листики, которые уже вот-вот у нас раскроются на этих, а кое-где и открыли уже свои вот такие побеги, может напасть паутинный клещ. По удобрениям я пока не буду. Опять же, недели через 2 посмотрю, как тронется она в рост, эта гортензия. И тогда можно, но концентрация половинная. Сильно сейчас ее в рост гнать, чтобы огромные красивые листья, такие как вот у нас летом были, пока рано еще. Все-таки она только-только проснулась. С удобрениями осторожно и чуть позже. Назад процесс мы не сделаем, он необратимый. Если гортензия проснулась, значит она уже проснулась. Она хочет новый сезон открывать. Так, сейчас идемте, я вам покажу, как они в тамбуре там себя чувствуют. Мы тут уже просто завозим строительный материал себе на новый сезон. Такая будет у нас лестница такого цвета, крыльцо. Камень такой закупили. Ну, а мы сейчас идемте в тамбур. Я вам покажу, как чувствуют себя гортензии там. Ну и вот моя импровизированная садовая комната в тамбуре. Я тут поставила столики, какие с улицы убрали. И сюда расположила гортензии. И с другой стороны тоже столик стоит с гортензиями. Это молодые гортензии, купленные в августе, в июле. Я вам показывала новые сорта. Все разные и все примерно одинаково себя чувствуют.
Смотрите, если вы хотите начеренковать, вам можно дождаться вот таких из земли побегов. И их вполне можно уже нарезать и поставить на черенкование. И в этом году у вас уже будут молоденькие кустики. Процветут, не процветут, тут гарантии, конечно, нету. Но вот такие побеги укоренятся. Если вы хотите с одного кустика больше черенков себе, то тогда надо будет подождать, чтобы наросли вот такие веточки уже с большим количеством междоузлей и больше поделить на большее количество частей поделить эти гортензии. Тут у меня и рододендроны мои зимуют. Мы им иногда, когда было у нас пару дней минус 15, камин такой включали. Керамогранитная плита. Такой слабый плюс. У меня тут висит градусник. Сейчас он показывает плюс 4 тут в помещении. Но из-за того, что мы ходим туда-сюда, тут относительно тепло. Единственный минус, когда сильный холод, тут получается повышенная влажность. И тоже приходилось камин включать. Чересчур влажно гортензиям тоже нехорошо, как и чересчур сухо. Вот так вот они себя чувствуют почти у всех. Одревесневели побеги, вы видите, но есть вот наверху зелененькие. Они успеют догнать своих подружек по сорту, по гортензиям и будут одинаковые. Это тут большинство гортензий не ремонтантные. Так, я вам сказала, что обрезать вот эти подсохшие побеги я пока не спешу. Пусть будет, как будет. Удобрять буду по листу. Я вообще удобрения по листу люблю больше. Плантафол 20-20-20 примерно в начале февраля я буду это делать. Пока они только у меня просыпаются. Мои девочки, гортензии. Значит, все, по уходу я вам сказала. Не заливать, обработать от клеща, температуру поддерживать где-то плюс 5, плюс 7, не больше. Можно, вот как у меня сейчас, плюс 4, плюс 3, ниже уже тоже нельзя. И наблюдать подкормки на начало февраля. Так буду делать я. В принципе, все. Будет, когда более тепло, можно будет перенести в теплицу. У кого, если есть теплица. Но там тоже надо, чтобы не ветер гулял, и проветривать, потому что уже в феврале солнце-то будет высокое, и может в теплице и до 20 градусов быть. Гортензиям так, конечно, нельзя. Такую температуру, перепады повытягиваются, потом пережарятся, обмерзнутся. Ну, а сейчас идемте покажу на втором этаже свои череночки. Там у меня метельчатая гортензия черенкуется. Я в этом году много не делала черенков. Совсем немножко. 2 контейнера с черенками, 2 сорта, которые мне очень нравятся. Кстати, видео по черенкованию метельчатых гортензий в прошлом году я 2 или 3 этапа делала от самого начала, как надо с ивой черенковать, извилистая ива, с ней нарезаются череночки и черенкуются. Посмотрите видео, там более понятно. Сейчас не буду отвлекаться на эту тему. Уже такие хорошенькие. Поставила их на черенкование я в начале января, даже 29 декабря, перед самым Новым годом. И посмотрим, какие они почти спустя месяц у меня. Ну, идемте. Ну, зашла сюда и вижу, что побрызгать надо. Вот моя цветочная такая комната. У нас она как бы и жилая, и цветочная. Но пока у меня тут и комнатные растения мои, и те, что я черенкую. Впоследствии и рассада тут будет.
Так, эти забыла побрызгать. Значит, вот мои череночки. Тут есть и крупнолистные гортензии, как я вам рассказывала, которые там в путешествие небольшое мы ездили, и я в парке смотрю, гортензии обрезали крупнолистные и валялись веточки. Взяла пару штук. Посмотрим. Даже интересно мне, какие там сорта. Вот это черенкуется метельчатая гортензия, сорт Ренсам, фрамбоизини Ренсам. Это Самарская Лидия, второе название этой гортензии. Хочу сказать, отлично просто черенкуется. Видите, в рост росточек пошел, значит, уже и укоренился. А вот интересный росточек. Просто обломался у меня. И смотрите, вот уже и корешки пошли. Просто положила его вот сюда. И все. И укореняется. То есть эта гортензия укореняется хорошо и одревесневевшими такими побегами, и прямо черенками зелеными. А вот это, знаете, какой сорт стоит у меня? Так, с этой стороны лучше будет видно. Это фантом, который у меня возле Гёте розы растет. Огромный, красивый, прямо такой фантомище мне попался. Сортность отличная. И я не удержалась, я его начеренковала. И пару веточек тут есть Limelight. Все, вот это по черенкам в этом году у меня все. Вот эти вот крупнолистные я уже в контейнеры не ставлю. Вот этих вот буду делать перевалку уже, которые в таких горшочках укоренились. Там и корни я уже видела. Их надо в большие, ну вот в такие горшочки пересадить. Уже пол-литровые. Метельчатые на проветривание стоят. Их еще надо закрывать периодически, еще полностью оставлять. Открытыми нельзя. Ну, все посмотрите по ссылке к видео по черенкованию. Ну, а сегодня про крупнолистные свои гортензии я вам порассказывала. Значит, скоро у нас будет цвести гортензия крупнолистная, быстрее, чем метельчатые, потому что они раньше просыпаются, раньше реагируют на увеличение солнечного дня. Будут вопросы? Задавайте, спрашивайте. Про комнатные цветы рассказывать как бы я не рассказываю, но я их, конечно же, тоже очень люблю. У меня прямо фикусов есть, коллекция небольшая или большая, 6 фикусов. Мне тоже. Мне вообще нравятся все растения мои. В перспективе жду не дождусь, когда у меня будет зимний сад. Как раз вот в той пристройке, что возле дома планируется большая комната под зимний сад. И туда, кстати, вот стрелиция уже подрастает. Очень красиво. Стрелиция Николая большая. Есть еще стрелиция Регина, та, которая красиво цветет. Но про комнатные растения я не буду. Все. Всего хорошего. Жду ваших вопросов, комментариев. До встречи.